Кто-нибудь еще слышит этот низкий гул? Похоже, он идет от монумента. У меня от него зубы ломят. Знаете, обычное искусство меня не трогает. Но этот монумент ретранслятора, он мне нравится. Какой сюрприз! Житель Земли? Вы ведь очень известная фигура, да, дружочек? Ваша фамилия Шепард, так ведь? История о том, как вы пережили трагедию на Акузе, каждый раз трогает меня до глубины души. Я не люблю, когда незнакомые люди собирают обо мне информацию. Прошу простить меня, дружочек. Мое имя Барлавон. Работа обязывает меня знать все обо всех. Не подумайте, чего плохого. Информация – мой хлеб. Я финансовый консультант, и у меня много важных клиентов здесь, на Цитадели. Когда на станции появляется персона вашего масштаба, я обязан об этом знать. Я слышал, вы работаете на серого посредника. У вас есть информация о Сарене? Всегда действуете напрямую, дружочек? Что ж, правильно. Да, я агент серого посредника. И да, я кое-что знаю о Сарене. Я слышал, ваша информация немало стоит. Да, как правило, эта информация стоит небольшого состояния, но у нас, дружочек, обстоятельства исключительные. Поэтому вы получите эти сведения бесплатно. И в чем подвох? Никаких подвохов. Серый посредник очень недоволен Сареном. Они охотно вели совместные дела, пока Сарен не утратил лояльность. Сарен его предал? Ну ничего себе. Что бы вы ни думали о Сарене, он далеко не глупец. Он знает, что серый посредник – ценный союзник. Воевать с ним не имеет смысла, если на кону не стоит ничего жизненно важного. Подробностей не знаю, но серый посредник нанял кого-то, чтобы убрать его. Какого-то Крогана. Как мне его найти? Я слышал, он сейчас в СБЦ. Если поспешите, дружочек, успеете поговорить с ним до того, как он покинет Академию. Удивительно, что Кроган хочет пообщаться с СБЦ. Весьма. Однако я сомневаюсь, что это его выбор. Если хотите узнать больше, поговорите с ним. Каково это – жить на Цитадели? Эта станция, без сомнения, величайшее сокровище галактики. Технологическое чудо, но ее истинное великолепие – это совсем не корпус и не двигатели. Начиная от Президиума и заканчивая жилыми секторами, вся эта станция – памятник успехам Совета. Все расы, входящие в Совет, собрались здесь, создав единое общество. Что такого особенного в Президиуме? Это политический центр пространства Цитадели. 80% разумных существ в галактике признают власть Совета в галактических делах. Но только у самых могущественных и влиятельных рас есть посольство здесь, на Президиуме. Этот уровень станции сделан специально для элиты, дружочек, для таких, как мы. Что такое жилые сектора? Культурный центр галактики. Он состоит из миллионов жителей, принадлежащих к десятку различных рас.
Никто не знает, что ожидает его в жилых секторах. Они полны сюрпризов. К счастью, дружочек, большинство из них приятные. Расскажите мне о вашей работе. Галактическая финансовая система – сложная штука. Сочетание законов и постановлений из десятков различных экономик. Я, дружочек, являюсь экспертом по взаимодействию экономических систем. За определенную плату я делюсь своим опытом. Я также предлагаю услуги высшего разряда для тех клиентов, которые хотят вести дела, не привлекая к себе особого внимания. Тихо и эффективно. Это мой девиз. Похоже, довольно сомнительное предприятие. Все, что я делаю, находится в рамках галактического коммерческого права. Несмотря на это, многие мои клиенты предпочитают, чтобы их сделки оставались тайными. Предположим, ханарский посол подал ходатайство о снижении тарифов на ханарские товары. Представляете, что будет, если люди узнают, что он при этом инвестирует деньги в компании, занимающиеся экспортом ханарских товаров? Даже если его подлинные мотивы были благородны, и он хотел помочь своему народу, его могут обвинить в попытках использовать ходатайство для получения личной выгоды. Я могу скрыть от других его финансовые операции. Все равно это как-то подозрительно. Тогда можем лишь надеяться, что судьба не покарает вас настолько большим состоянием, чтобы вам понадобились мои услуги. Расскажите мне о сером посреднике. Многие считают, что я занимаюсь финансами, но моя основная валюта – это информация. Я торгую информацией, и она приносит мне хороший доход. Но настоящий мастер – это серый посредник. Каждый день он покупает и продает секреты, которые могли бы свергнуть правительство, всегда заключая сделку с тем, кто предложит лучшую цену. И ему как-то удается не нарушать естественный ход вещей. Все эти секреты, видимо, уравновешивают друг друга, и в конце концов не остается ни победителей, ни проигравших. У вас есть мысли, кем он может быть? Я не знаю. Никто не знает. Серый посредник может быть любой расы и любого пола. У меня есть теория о том, что на самом деле это целая группа, изображающая одного человека. А как иначе у него может быть столько контактов одновременно? Как он может сделать так, чтобы информация не пересекалась? Однако маска просто идеальная. Каждое правительство вынуждено играть в свою игру, чтобы не отстать от остальных. И независимо от того, сколько вы играете и сколько секретов вам удается узнать, вы никогда не выиграете. Я думал, вы больше знаете о своем работодателе. Время от времени ко мне приходит какая-то информация, я продаю ее серому посреднику. Больше я не делаю ничего, и это меня вполне устраивает. Чем больше ты знаешь, тем опаснее становится игра. Я не люблю опасности, дружочек. Думаю, это ваша прерогатива. Мне нужно идти. До свидания, дружочек. Здоровая станция. Ничего себе озеро они отгрохали. Интересно, в нем еще никто не утонул? Это он.
это были люди Сарана. Все чисто? Мы за миллион световых лет от колыбели человечества заходим в бар, набитый мужчинами, у которых течет слюна от женщин, трясущих задницами на сцене. Даже не знаю, смеяться или плакать. Что? Вы же не думаете, что они сюда за едой пришли? Ха, теперь я понимаю, почему этот клуб пользуется популярностью. Тут есть на что посмотреть. Извините, я подойду к вам, как только смогу. Я с тобой дел не веду. Вот и не лезь. Уходите. Не хочу ни с кем говорить. Не сейчас. Я смотрю шоу. Войска Альянса? Хе! Я вот тоже мог стать космопехом. Вместо этого пошел в сучью СБЦ, горя на синем пламени. Я ищу офицера СБЦ, турианца по имени Гарус. Гарус? Красавчик? Ты, видать, из команды Андерсона? Старый долбанавт все пытается Сарана прищучить, а? Знаю я, где Гарус. Ты сначала вот что скажи. Капитан уже поведал тебе свою маленькую тайну? Просто скажи, где найти Гаруса, иначе все закончится плохо. Как это все связано? Неужто не интересно? Капитан твой был спектром. Не знаешь об этом, так ведь? Это страшная тайна. Первый человек, который удостоился этой чести. И ни хрена у Андерсона не вышло. Облажался на задании настолько, что его вышвырнули. Он-то Сарана винит, понятно. Говорит, турианец подставил его. Почему я должен верить алкашу вроде тебя? Как знаешь. Спроси Андерсона. Небось, выложит все как на духу. Он слишком тупой, чтобы врать. Ты сказал, что это секрет. Тогда откуда ты знаешь об этом? Я 20 лет на Цитадель расследованиями занимаюсь. Народ любит поговорить. Секреты, они как герпес. Если он у тебя есть, ты делишься им с окружающими. Даю тебе еще один шанс. Скажи мне, где найти Гаруса. Быстро! Тихо, тихо, не кипятись. Он пошел в клинику к доктору Мишель. Это в другой части жилых секторов. Что тебе известно о Гарусе? О, настоящий герой без страха и укропа. Спаситель мира, друг сирот. С директором в вечных контрах. Хочешь знать мое мнение? Он скоро допрыгается. Директор любит тыкать нас, простых агентов, носом в дерьмо. Вот я, живой пример. Ты хорошо знаешь капитана Андерсона? Ну, встречался с ним пару раз.
Настоящий вояка до мозга костей. Есть, сэр! Никак нет, сэр! Позвольте поцеловать вас в жопку, сэр! Неудивительно, что он так быстро дослужился до капитанства. В Альянсе старательных любят. Капитан отличный военный. Да и я про то же самое. Ему б сейчас парадный мундирчик, пару медалек на груди, можно памятник ставить. Только если он весь такой герой, чего же из спектров-то поперли? Ты поинтересуйся у него, парень. Ты в зеркале себя видел? Протрезвей и начни уже отвечать за свои поступки. Вот только не надо проповедей. У меня аллергия на святость. Расскажи о работе в СБЦ. Хочешь сказать о бывшей работе? Директор отстранил меня за несоблюдение дисциплины. В СБЦ даже дело на меня завели. Веришь, нет? Каждую мелочь в протокол внесли, сучьи дети. Грубовато вел себя с подозреваемым. Запишем в дело. Слегка выпил на рабочем месте. Пишем в дело. Снял немного кредитов с наркоторговцев. Все в дело. Как меня... Такого подонка вообще земля носит. Я считаю, ты легко отделался. Да мне похеру, что ты там считаешь. Пахать в СБЦ, не в космической пехоте служить. Начальство бесится, если мы пристрелим кого-нибудь. Расследования, запросы, нормы, инструкции. Каждый день мне столько бумаг приходилось перелопачивать, что ими можно было до конца жизни подтираться. Говно, а не работа. Так что не надо мне здесь заливать. Вы, солдаты, вообще ни хрена не делаете. От тебя мне ничего не нужно. Ну и вали. Выпить спокойно не дадут. Дальние комнаты для особых гостей. Зарезервированы для Фиста и его друзей. Кто такой Фист? Владелец клуба. Посетителям туда доступ закрыт. До свидания. Ага. Приятного вечера. Как считаете, дорого ли здесь жить? Никогда особо не любил толпы народу. Почему капитан Андерсон не сказал, что он был спектром? Может, и не был. Этот Харкин. Привет! Добро пожаловать в знаменитый магазин Морлана. Нужна хорошая экипировка, да? Покажите мне ваши товары. О, думаю, тебе понравится. У меня есть очень хорошие вещи. Вот увидишь. Это... Неужели? Это вы? Вы капитан Шепард, герой Иден Прайм. Черт, я так рад познакомиться с вами. Приятно познакомиться. А ты... Меня Конрад зовут. Конрад Вернер. Говорят, вы завалили больше сотни гетов на Иден Прайм. Большую часть времени я пытался выжить и помочь колонистам. Вы это, наверное, заняты еще как. Но, может, найдете минутку и дадите автограф? Для фаната ничего не жалко. Вот. Миллиард благодарностей. Классно-то как. Жена в таком восторге будет. Ну, не буду вас больше отвлекать.
Как окажетесь на Земле, угощу вас пивом. И не думайте отнекиваться. В Президиуме вечно столько народу. Вот где жизнь кипит. Слишком много света и звука. Здесь продают все последние модели улучшений. Здравствуйте, житель Земли. Вы, наверное, только что прибыли из колоний. Вам нужны припасы? О каких колониях вы говорите? О, я ошибся, житель Земли. Я думал... Это не важно. Ферос, Наверие. Если вам еще не довелось про них слышать, уверен, скоро это произойдет. Неважно, откуда вы. Мои товары может купить каждый. Можете рассказать мне о Наверии? Крупнейшая колония в районе Атического Траверса. Очень холодная и заснеженная планета. Там у меня очень мало клиентов. В основном у всех собственные поставщики. Расскажите мне про Ферос. Эту планету когда-то заселяли протеане. Их строения все еще стоят на поверхности. Люди не первые, кто решил там основать колонию. Правда, другие попытки предпринимались достаточно давно. Я только что понял, что мой партнер на этой планете давно не выходил на связь. Ну ладно, думаю, с ним все в порядке. Покажите, что у вас есть. С удовольствием. Уверен, вам обязательно что-нибудь приглянется. Не думаю, что это было куплено здесь. Я не продаю эту модель. Слушай, я знаю, что это был ты. Я тебя запомнил. Серьезно? Впечатляет. Обычно вы, люди, не можете отличить одного турианца от другого. Это тот самый магазин. Ты вернешь мне деньги или нет? У тебя есть чек? Постой. Нет. Но ты же не дал мне чек. Тогда извини, ничем не могу помочь. Но... Я не смогу помочь тебе. Капитан Шепард? Извините, капитан Шепард. Меня зовут Эмили Вонг. Я журналист. Я провожу журналистские расследования на Цитадели. Вы не могли бы уделить мне немного времени? Что вам нужно? Я собираю доказательства взяточничества и деятельности организованной преступности на Цитадели. Есть места, в которые я попасть не могу. В идеале вы могли бы поделиться со мной любой информацией, полученной в ходе вашего расследования. За труды вознагражу. Откуда вы знаете, что мое расследование чем-то вам поможет? Вы бы не занимались им, если бы это было что-то неважное. А если это что-то важное, мне бы хотелось знать об этом. Откуда вам известно, что я провожу какое-то расследование на Цитадели? Я хороший журналист, капитан Шепард. Слухи имеют обыкновение распространяться. У вас наверняка есть источники получше. Зачем вам я? Я использую все возможные источники информации, но мне кажется, с вами у меня больше шансов. В вашем деле говорится, что вы выжили на Акузе, в то время как все члены вашего отряда были убиты. Если кто-то и может найти и сообщить о самых неприятных аспектах Цитадели, то это вы. Похоже, вы преследуете благие цели. Если найду полезную информацию, сообщу вам. Прелестно, капитан. Вы не пожалеете. Ну и махина. Это ваше профессиональное мнение, сэр? Это не станция, а целый город. Тут, наверное, миллионы жителей. Невозможно отследить всякого, кто прилетает и улетает. Рядом с этим нулевой скачок туалетная кабинка. А это ведь крупнейшая станция Альянса в дальнем космосе. Нулевой скачок штуковина не маленькая.
Но тут совсем другой масштаб. Только посмотрите на лучи жилых секторов. Как такая масса не разлетается в разные стороны? Само собой, Совет считает нас чужаками. Мы лишняя капля воды в и без того переполненной бочке. Да уж, приехала очередная бригада салак перекантоваться. Вряд ли дело в личном отношении к нам. Они должны поддерживать равновесие, как любые власти. Почему? У нас есть океаны, красивые женщины и чувство под названием любовь. Если верить старой рекламе, это все, что им нужно. Если ожидаете увидеть меня в блестящей мини-юбке и сапожках на каблуке, угостите ужином для начала. Сэр. Довольно, сержант. Вольно, лейтенант. В юбке я ее все равно не могу представить. Да уж, черта с два. Готов выдвигаться, сэр. Какое оживленное движение. Как думаете, с какой скоростью двигаются те машины? Мне не особо нравится это место, но отсюда есть впечатляющие виды. Я никому не говорила, клянусь! Очень разумно с твоей стороны. Если Гарус объявится, веди себя хорошо. Держи рот на замке, иначе... Кто вы? Отпусти. Противник прорвался. Все чисто, капитан. Как раз вовремя, Шепард. Я поймал ублюдка в прицел. Чисто вы его уложили. Иногда везет. Доктор Мишель, вы не ранены? Нет, я в порядке, благодаря вам, всем вам. Почему они угрожали вам? На кого они работают? Они работают на Фиста. Они хотели заставить меня замолчать, чтобы я не сказала Гарусу о Кварианке. О какой Кварианке? Несколько дней назад ко мне в кабинет пришла Кварианка. В нее стреляли, но она не хотела говорить, кто это сделал. Было заметно, что она напугана, возможно, в бегах. Она начала спрашивать меня про серого посредника. Она хотела получить убежище в обмен на информацию. Где ее можно найти сейчас? Я свела ее с Фистом. Он работает на серого посредника. Уже нет. Теперь он работает на Сарана. И серый посредник от этого не в восторге. Фист предал серого посредника? Глупо даже для него. Саран, должно быть, предложил ему серьезную сумму. У этой Кварианки есть что-то, что нужно Сарану. Что-то, ради чего стоит предать серого посредника. Можете рассказать о Кварианке что-нибудь еще? Я не знаю. Как я уже говорила, она хотела получить убежище в обмен на информацию. Она не... Вспомнила. Геты. Ее информация была как-то связана с гетами. Наверное, у нее есть доказательства связи Сарана с гетами. Совет не сможет закрыть на это глаза. Пора нанести визит Фисту. Это ваша игра, Шепард. Но я хочу наказать Сарана не меньше. Я иду с вами. Вы турианец. Почему вы хотите избавиться от него? Я не смог доказать это в своем расследовании. Но я знал, что происходит на самом деле. Саран предал Совет. Он позорит нашу расу. Добро пожаловать на борт, Гарус. Знаете, Фист нужен не только нам. Серый посредник нанял Крогана по имени Рекс, чтобы тот прикончил его. Да, мы слышали о нем. Кроган может пригодиться. Я слышал, он в Академии СБЦ. Что ему там нужно? Фист заявил, что Рекс угрожал ему. Мы забрали Рекса, чтобы поговорить с ним.
Если поторопитесь, застанете его в академии. Выдвигаемся. Я так и не отблагодарила вас как следует. Вы спасли меня от бандитов Фиста, капитан. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы вас там не было. Я рад, что вас не ранили. Я тоже. Ну что ж, может, вам еще что-нибудь нужно? Вы доктор? Как вы оказались здесь, на цитадели? Родители привезли меня сюда, когда я была совсем маленькой. Мой отец был военврачом в войсках Альянса. Я решила продолжить семейную династию, правда, не по военной части. Раненые солдаты — это не для меня. Давайте посмотрим на ваши товары. Конечно. Если удача повернулась к тебе лицом, стоит зайти в казино в клубе «Сверхновая». В президиуме вечно столько народу. Вот где жизнь кипит. Можешь мне поверить, он даже больше, чем кажется. Откуда ты знаешь? Был на экскурсии. Один из 500 счастливчиков, видевших путь изнутри. Правда? Длилось почти 6 часов, а мы успели посмотреть только 10-ю часть корабля. А я даже с капитаном встретился. С матриархом Лидании? Ты ее видел? Ну, она сказала пару слов экскурсантам, но мне удалось подобраться совсем близко к ней. Ух, ты только посмотри на корабль. Только идиот станет нападать на такую громадину. Да уж. У него огневая мощь, как у всех остальных кораблей Азари вместе взятых. Будем надеяться, что им не придется ее использовать. Я вас знаю. Вы Шепард, верно? Я видел памятник на Акузе. Там целая секция вам посвящена. Чудо, что вы остались в живых. Похоже, у вас появился фанат. Простите. Просто не думал, что лично встречу такого человека, как вы. Моя фамилия Ланг. Офицер Эдди Ланг. Служба безопасности Цитадели. Для меня честь познакомиться с вами, капитан. Что вы делаете в жилых секторах? Я могу вам чем-то помочь? Вы знакомы с офицером по фамилии Харкин? Мне не следует особо болтать об этом. Он служит намного дольше, чем я. Но про него говорят разные вещи. Понимаете, о чем я? Пьет на работе, берет взятки и все такое. В основном слухи. Но его временно отстранили. Значит, правда в этом есть.
Почему вы устроились в службу безопасности Цитадели? Не знаю. Мне казалось это правильным, понимаете? Может, это у меня в крови? Мой дед был полицейским на земле. СБЦ занимается примерно тем же. Что-то типа полиции. Я пока здесь не освоился, но мне нравится. Куда интереснее, чем на земле. Можно встретить всяких классных инопланетян, типа этих ханаров. Отпад. Плюс СБЦ здесь все уважают. Мы охраняем закон. Все. Даже инопланетяне ценят это. Что вам известно о спектрах? Только то, что показывают по телеку. Их описывают как суперагентов, которых отправляют на секретные задания по спасению галактики. Кто знает, так ли это на самом деле. Ребята в СБЦ не особо их любят. Считают, что им не следует разрешать действовать вне закона. Но если бы они были такие плохие, Совет бы не прибегал к их услугам, верно? Вам нравится работать на Цитадели? Невероятное место. Я тут почти год, и даже 10-й части всего не посмотрел. В Президиуме очень красиво. Можно пойти туда, расслабиться. Но больше всего мне нравятся жилые сектора. Там все время что-то происходит. Вот клуб открылся недавно. Сверхновая называется. Стильное местечко, капитан. Вы должны посмотреть, когда будет время. Мне пора идти. Конечно. Вы, наверное, очень заняты. До встречи, капитан. В свете недавней атаки на Иден Прайм, многие колониальные инвесторы прекращают финансовую поддержку будущих проектов. Сторонники колонизации из расы людей настаивают на том, что Иден Прайм был единичным случаем. Однако количество желающих стать колонистами резко уменьшилось. Многие предложения о колонизации были заморожены в ожидании гарантий безопасности для поселений. На вас поступила жалоба из бара Фиста. Держитесь оттуда подальше. Не надо командовать. Рекс, это последнее предупреждение. Предупреждай Фиста, и я убью его. Хотите, чтобы я вас арестовал? Ну давай, попробуй. Ну хватит, проваливайте. Мы знакомы, человек? Фист нужен мне. Я не позволю вам встать у меня на пути. Теперь я узнаю вас. Вы капитан Шепард, служите Альянсу. Я много слышал о вас. Мы оба солдаты, Шепард. Из уважения я хочу по-честному вас предупредить. Я собираюсь убить Фиста. Фист знает, что вы придете. Вместе у нас больше шансов справиться с ним. У моего народа есть поговорка, которая гласит: «Ищи врага своего врага, и ты найдешь друга». Вы будете ценным членом отряда, Рекс. Пойдемте. Мне не хочется заставлять Фиста ждать. Похоже, клуб закрыт. Фист нас ждет.
Стой, где стоишь! Не приближайся! Складские рабочие. Все настоящие охранники должны быть мертвы. Стойте на месте, или мы будем стрелять! Мне пришлось убить 50 телохранителей по дороге. Как думаете, что я с вами сделаю? К черту Фиста, он слишком мало платит за эту работу. Надо было убить их, чтоб не мучились. Стрельба в людей не всегда помогает решить проблему. У Фиста с башкой все было в порядке. Жадность его сгубила. Первый раз, когда я сюда попал, я просадил кучу денег в казино. Я разозлился. Да как вдарю по автомату. Ну и проломил его. СБЦ всегда закрывала глаза на то, что здесь происходит. Я думаю, Фист платит кому-то. Я что? Все сам должен делать. Время подыхать, солдатня. Подожди! Не убивай меня! Я сдаюсь! Скажи мне, где Кварианка? И, может быть, я не прострелю тебе ногу. Нет ее здесь! Не знаю, где она! Я говорил правду! Он вам больше не нужен. Дайте, я его убью. Подожди! Подожди! Не знаю я, где Кварианка! Знаю, где ее можно найти! Кварианки нету здесь! Заявила, что будет говорить только с серым посредником! Тет-а-тет! С глазу на глаз? Херня. Даже меня наняли через агента. Никто не видел этого серого черта! Никогда! Даже я не знаю, кто он! Но она-то этого не знала. Я ей пообещал ей устроить встречу. Но когда она объявится там, ее будут поджидать люди Сарана. Говори, где будет встреча, пока я не вырвал твой лживый язык? Да тут, в жилых секторах, переулок за рынками. Она встречается с ним прямо сейчас. Если поторопишься, успеешь. Что вы делаете? Серый посредник заплатил мне за его смерть. Я должен сделать работу. Многие погибли из-за него. Рано или поздно этим бы все кончилось. Нужно шевелиться. Надо спасти Кварианку.
препятствия в зоне прицеливания. Принесли? Где серый посредник? Где Фист? Сейчас будут. Где доказательства? Так не пойдет, сделка отменяется. Я знала, что ему не следует доверять. Вас не ранили во время перестрелки? Я могу и сама себе позаботиться. Но за помощь спасибо. Кто вы? Меня зовут Шепард. Я ищу доказательства того, что Сарен предатель. Тогда мне нужно отплатить вам за то, что спасли мне жизнь. Нужно уйти в безопасное место. Можно отвезти ее в посольство людей. Да и вашему послу захочется взглянуть на это. Вы усложняете мне жизнь, Шепард. Перестрелка в жилых секторах. Масштабная операция по нападению на логово Коры. Вы хоть представляете, кто это? Кварианка? Вы что задумали, Шепард? Кварианка может помочь нам справиться с Сареном. Я бы сказал вам об этом, если бы не перебивали меня постоянно. Прошу меня простить, капитан. Вся эта история с Сареном сильно потрепала мне нервы. Может, вы начнете с самого начала, мисс... Меня зовут Тали. Тали Зора Нарайя. Кварианцы здесь бывают нечасто. Почему вы покинули флотилию? Я отправилась в паломничество. Это ритуал вступления в совершеннолетие. Я никогда не слышал об этом. Это традиция моего народа. Когда мы достигаем зрелости, мы покидаем родной корабль. Мы в одиночку отправляемся в путешествие, а возвращаемся во флотилию, когда находим что-нибудь ценное. Так мы доказываем свое право вступить в совершеннолетие. А что вы ищете? Это могут быть ресурсы, например, пища или топливо, или полезная технология, или какая-нибудь информация, которая поможет облегчить жизнь флотилии. Паломничество – это доказательство того, что мы будем приносить пользу обществу, а не просто потреблять ресурсы, количество которых у нас ограничено. Какое доказательство вы нашли? Как вы его получили? Во время своего путешествия я слышала сообщения о появлении геттов. С тех пор, как гетты стали причиной изгнания нашей расы, они никогда не пересекали границу Вуали. Мне показалось это любопытным. Я последовала за одним из патрулей геттов на неисследованную планету. Дождалась, когда один из них отстанет от своей группы, а потом отключила его и вынула модуль памяти. Я думал, в момент смерти гетта его модуль сгорает. Что-то типа защитного механизма. Как вам удалось сохранить модуль памяти? Мой народ создал геттов. И если действовать быстро и аккуратно, вам может повезти, и небольшие фрагменты данных удастся сохранить. Большая часть данных была уничтожена, но мне удалось вытащить кое-какие звуковые дорожки. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Моя
Маяк на шаг приблизил нас к каналу. Это голос Сарана. Это подтверждает его причастность к нападению. Он сказал, что после Иден Прайм они приблизились на шаг к каналу. Что это значит? Канал каким-то образом связан с маяком. Возможно, это одна из протеанских технологий. Что-то типа оружия. Подождите, это не все. Саран работал не один. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Я не узнаю второй голос, который говорит про пожинателей. Мне кажется, я уже слышал о них. Согласно данным модуля памяти, пожинатели – высокоразвитая раса машин, существовавшая 50 тысяч лет назад. Пожинатели полностью истребили протеан, после чего исчезли. Так, по крайней мере, считают геты. Звучит каким-то неубедительным образом. Видение на Иден Прайм. Теперь я понимаю их смысл. Я видел, как протеан уничтожили пожинатели. Геты считают пожинателей богами, вершиной неорганической жизни. И они полагают, что Саран знает, как вернуть пожинателей. О, совет придет в восторг. Они все равно не поверят. Просто не сообщайте им. Мы должны им сообщить. Это полностью доказывает предательство Сарана, даже если они не поверят всему остальному. Капитан прав. Мы должны сообщить об этом совету незамедлительно. А с этой что? С кварианкой? Меня зовут Тали. Капитан, вы видели, на что я способна? Разрешите мне пойти с вами? Вы же сказали, что находитесь в паломничестве. Паломничество говорит о нашем желании посвятить себя общему благу. Кем я буду, если откажусь от этого? Саран — это угроза для всей галактики. Паломничество может подождать. Я приму любую помощь. Спасибо. Вы не пожалеете об этом. Мы с Андерсоном подготовим сообщение для совета. Таким нехитрым образом у вас есть несколько минут на подготовку. Встречаемся в башне.